Днем рождения тебя! Вот такой вот маленький тортик. И отель выглядит как средневековый замок. Да, замок с горгульями. Итак, я применяю силу. Нам очень нужен гондольер, друзья. Нам нужна лодка. И деревья просто вот туда упали. Обалдеть. У Юли же завтра день рождения, поэтому мне нужно все подготовить. Я положил вот сюда подарок. План такой. Вот это подарок. Я решил подарить ей Apple Watch. Это такие часы. Она их очень хотела. Я их положу вот сюда под кровать. Еще у меня есть тортик. Вот такой вот маленький тортик. План такой. Юля завтра проснется, пойдет чистить зубы. В это время я достану тортик. Он будет на балконе. Почему на балконе? Потому что на балконе сейчас холодно. Там как холодильник. Я достану тортик, быстро зажгу свечи. У меня есть зажигалка уже там. И сейчас мне нужно надуть вот эти воздушные шары. Причем мне нужно их надуть и очень крепко завязать, чтобы шарик не сдулся. Вот, это очень важный момент. Все, так я и сделаю. Я возьму все эти шарики и положу их сюда. Как-нибудь так. Чтобы я завтра мог открыть эти дверцы. Вот эти две дверцы я завтра открываю утром. И так вот, и шарики сразу летят сюда. Такая идея. Это быстро. Окей. Днем рождения тебя! Успел шарики. Днем рождения тебя! Где ты их прятала? С днем рождения, любимая! С днем рождения тебя! Ого! Ничего себе! Вот это поворот! Вот это поворот! Вот это поворот! Вот это поворот! Поворот! Рассказывай, что мы будем сегодня делать? Какие у нас планы? Сейчас мы поедем завтракать в одно очень красивое, наверное, я видела их только в Инстаграме, место. Так, поедем завтракать в одно место. Это кафе, ресторан? Это кафе. Кафе. Окей, едем в кафе на завтрак. Да. Потом мы едем в Абрау-Дюрсо, в погреб. Абрау-Дюрсо – это поселок, да? Это поселок, где есть завод, известный своими винами, шампанскими винами. Шампанским. Да. Шампанским, окей. Да. Значит, мы едем в этот поселок, и там что будем делать? А там есть такой погреб, магазин в погребе, где можно выбрать бутылочку шампанского или вина на вечер. Мы едем за шампанским, а шампанское где будем пить? А шампанское мы будем пить в отеле. У нас с тобой забронирован номер в спа-отеле, и отель выглядит как средневековый замок. Мы едем в замок. В замок, да. Кстати, сколько тебе исполняется? Мне исполнилось 30. 30. Что я тут нашла в машине? Это тоже шарик и Wagon Wheels. Да. Любимое печенье моего детства. Юля сказала, что это любимое печенье ее детства. Я решил, что это будет приятный сюрприз. О, это так мило. Юля, посмотри, какую классную погоду нам с тобой дарит Новороссийск. Вернее, почему это нам с тобой? Тебе дарит Новороссийск. Да, вообще, это вообще лучший подарок, который Новороссийск мог сделать сегодня. Солнце. Вот это кафе, вот здесь, куда мы хотели пойти. А здесь очень крутой вид, потому что здесь видно море. Сегодня солнечно, отличная погода и зеленые растения. Это февраль, 5 февраля сегодня, 5 февраля, Юля. Да? Прекрасный февраль. Прекрасный февраль, конечно. Мы тут еще никогда не были, первый раз заходим сюда. Давай, Юля.
Потому что около одиноков быть не очень удобно, потому что там будут качаться. Да? А почему не сюда? Ты ребенок? Ну, я думаю, что мы ему не помешаем. Ну, давай. Около окошка. Так, есть меню. Сейчас посмотрим. Здесь должно быть много очень разных непонятных слов. Вернее, понятных, но заимствованных. Например, вот скрэмбл, пашот. Французам привет, да? Пашот явно французское слово. Так, бекон, круассан. Юля очень любит боулы. Сейчас надо открыть, где у нас боулы. Боулы. Вот. Как ты сказала, поке? Поке, по-моему, или поке? Поке или поке. Черт его знает. Странное блюдо. Есть поке, а есть боулы. Это разные. Вот, это поке. А вот здесь боулы. И непонятно, в чем отличие. Спросим. В общем, сейчас будем пробовать. Юля, что ты хочешь заказать? Ну, либо поке, либо боул. И вот мой поке, чтобы то не было, и Юлин боул. Нет, у меня тоже поке. А, у тебя тоже поке, Поке, да? да. У меня с тунцом. Поке или поке? Он говорит поке. Поке, да? Поке, окей, поке. Вот. И вот такой вот поке. Не знаю, как это на вкус. Юля, попробуй и скажи мне, как Это это на вкус. вкусно должно. Ну, ты попробуй сначала. Нет. Ну, тунец, понятно, что вкусно. А все остальное? Это рис. Вкусно? Вкусно? Ну что, Юля, как тебе понравилось? Да, мне понравилось. Это Понравилось? то, что я, в принципе, ожидала. То, что ты ожидала? Да. А тебе? Мне нет. Не понравилось? Там было красиво, но невкусно. Невкусно? В общем, такая вот ситуация. Мы приехали, значит, на заправку. Вот там. Приехали на заправку. И сейчас на заправках можно оплатить бензин прямо в приложении. Вот здесь есть Яндекс.Навигатор. И есть некоторые заправки, где можно заплатить бесконтактно. То есть без контакта с чем-либо. Я подъехал, оплатил 92-й бензин, 31 литр. Вот это стоило мне вот таких денег, 1500 рублей. Но проблема в том, что на этой бензоколонке нету 92-го бензина сейчас. А почему его нету? Потому что, видите, вот там стоит, я не знаю, видно или не видно, там стоит цистерна, там стоит грузовик, и он заполняет емкость здесь бензином. То есть пока он не наполнит вот эту внутреннюю емкость на заправке, мы будем стоять и ждать, потому что система заглючила. И вот здесь даже висит табличка: 92-го бензина нет. Но я его купил, и компьютер вошел в коллапс. Как так? Бензин куплен, но бензина нет. Мы сломали заправку. Да, мы сломали заправку, мы ждем. А вот и озеро Абрау. Да. По-моему, самое большое озеро на Кавказе. Или что-то типа того. На самом деле мы видим только часть озера. Вторая часть находится вот там, за поворотом. Мы ее не видим. Но здесь очень миленько, красиво. Здесь все посвящено вину, потому что вот там находится завод шампанских вин, игристых вин, вернее, завод шампанского. И мы сейчас туда вот и идем, прогуляемся по набережной и купим вино в том магазине. Вот такие тут разрушения случились, смотрите, ничего себе. Тут вообще это место затопило. И ого-го-го-го. Просто куски тротуара отвалились. Куски тротуара просто, посмотрите, обалдеть. Обалдеть, вместе с деревьями все это ушло. А знаете почему? Уровень воды очень сильно поднялся. Было очень много дождей, был снег даже, очень много осадков. И поэтому уровень воды поднялся. И вот так вот, посмотрите, видите, начало подмывать берег, и деревья просто вот туда упали. Обалдеть. Обалдеть. Еще месяц назад мы здесь были.
ходили, все было прекрасно, а теперь почти половина берега просто вот так вот разрушена. Обалдеть. Вот она, катастрофа вселенского масштаба. Посмотрите, как вышло озеро из берегов. Вот здесь до этой ротонды был путь, была дорожка, был тротуар. А теперь там не пройти, зато вон уточки теперь могут плавать прямо в парке. Юля, знаешь, что я думаю? Что? Я думаю, что это все сделано ради равноправия уток. Потому что посмотри, сколько вокруг воды, а сколько суши в пропорции. Суши явно больше, чем воды. Поэтому кто-то там сверху решил, что уткам нужно больше внимания, больше места, где передвигаться. Зачем я это сделала? Что ты сделала? Пошла за тобой. Ты пошла за мной. Я пошла по воде. Понятно. Нормально. Ну, ты можешь дойти дальше до уточек. Просто парк для уток, реально. В общем, вот такой вот парк и вот такая ротонда. Раньше там гуляли и фотографировались. Но я думаю, что вода потом уйдет, и там снова будут гулять и фотографироваться. Юля. Итак, я применяю силу. Устояла. Нет, не устояла. Больше нечего терять. Присоединяйся к нам на темную сторону. Я уже там. Вот там вот веселятся утки, радуются. А вот здесь, значит, дискриминируемые коты, у которых отжали территорию. Потому что раньше эти коты тусили вот там на ротонде, а теперь они все здесь грустно лежат. Хотя, не знаю, может быть и не очень грустно. Вроде не грустные. Они не хотят общаться. Весело им, Юля? Наверное, но он не хочет со мной общаться. Он не хочет общаться с Юлей, но ничего, ладно. Вот здесь целая армия котов. Юля, у тебя стоит приложение «Русский гондольер»? Пока нет. У меня тоже. Нам очень нужен гондольер, друзья. Нам нужна лодка. Потому что это Абрау Венеция теперь. Действительно, как тут можно по-другому передвигаться? Нужна только гондола и гондольер. Вот здесь зеленая травка, вот эту часть затопила, а вот здесь люди катаются на коньках. Здесь каток. Да, видите, люди на юге мечтают о льде и о коньках, а люди с севера мечтают о зеленой травке. Чтобы 5 февраля было вот так. Да. Мы пришли на противоположный берег. Здесь у нас вот такой вот погреб. Не знаю, как это назвать. Ну, типа магазин Грот написано. То есть это, по сути, магазин прямо в скале. Ну, там, видимо, для некоторых... Там находится не только магазин, там еще небольшой склад. Я его видел. И, наверное, потому что это как естественный холодильник. То есть эта скала позволяет поддерживать оптимальную температуру круглый год. А вот там находятся вот там везде здания самой винодельни. Это очень известная винодельня, ей уже более 200 лет. Ну, в общем-то, или более 150 лет. Да, более 150 лет. В общем, давайте зайдем внутрь. Мне очень нравится, как там все выглядит. И посмотрим. Да. О, спасибо. Вот здесь очень много разного шампанского. Оно достаточно недорогое. Допустим, бутылка вот такого шампанского стоит 700 рублей, то есть $10. За $10 можно купить прям, прям классное шампанское. Оно будет очень вкусное. Мы пробовали. Шампанское разное здесь. Нам особенно понравилось вот это красное. Это красное шампанское.
Мы первый раз в жизни пробовали красное шампанское. Я даже не знал, что такое есть. Но такое есть. И оно реально вкусное. Да, мы определились. Скорее всего, это будет шардоне. Да, белое сухое вино. Белое сухое вино. Здесь есть рислинг и шардоне. А еще есть много красных вин. Да, но красное мы не очень любим. Я, честно говоря, очень люблю этот магазин. И я не могу выйти из этого магазина без бутылки. Да, вы можете сказать: Макс, ты старый алкоголик. А я вам на это скажу, что, во-первых, не старый, а во-вторых, ну да, алкоголик. Я купил бутылку вот такого сидра. Это яблочный сидр. Его тоже производят где-то здесь недалеко. И выпускают под маркой Абрау Дюрсо. На самом деле здесь есть разная продукция, которая выпускается под маркой Абрау Дюрсо. Но конкретно здесь, в этом месте, выпускают только шампанское. Вернее, делают только шампанское. Но в магазине есть разная продукция, в том числе сидр. Он стоит, по-моему, 290 рублей. В общем, 4-5 долларов. Но это прям прикольный, вкусный напиток. Мне нравится. Вот. Нам нужно вот туда, вот в тот замок. Его можно видеть даже отсюда. Да, замок с горгульями. Вокруг отеля были горы. Это было очень красиво, светило солнце, и вообще это был потрясающий февраль. Февральский день. Даже сложно поверить, что такой может быть февраль. Внутри отеля все было тоже достаточно странно. Мы взяли номер люкс, потому что сейчас не сезон, и люкс стоил в 4 раза дешевле, чем в сезон. Обычно он стоит около $200, а мы взяли его за 50. Это кабинет, где нам делали массаж, а вот здесь мы сидели в хамаме. Там было очень тепло, влажно и приятно. Мы вышли из процедур. Это первая часть. Вот, да, здесь висят сосульки. А мы вот там вот были, лежали, смотрели на горы в джакузи. Это, конечно, потрясающе. И эти процедуры, которые сейчас были... Юль, что, расскажи, что ты думаешь? Это было восхитительно. Что делали тебе? Пилинг. Пилинг. Потом был как массаж какой-то такой перчаткой. Массаж в перчатке. Да, и потом еще был массаж. И потом мыльный еще массаж. Мыльный, да. Таким мыльным мешком. А после хамама мы пошли в баню и попарились там. Да. Так мы провели Юлин день рождения. Это был классный день. Спасибо, друзья, что были вместе с нами, и до встречи в следующем видео.